Я согласен с тобой, что биологический мужчина это мужчина, а женщина это женщина. Я бы просто хотел у тебя узнать, какие ты видишь негативные последствия для общества. Почему нам не стоит называть транс-женщину женщиной? Потому что это неправда. Нужда в коллективном броне – это негативное последствие для общества. Также есть еще несколько причин. Прости, продолжай. Да я в принципе озвучил вопрос. Я понимаю, что это неправда, неправда это плохо. Мне просто интересно узнать последствия конкретно этой неправды. Что ж, вранье это вранье, я это не люблю. Но что касается конкретно этого вранья, то я считаю, что одной из имеющихся проблем является настояние на том, что мужчина может стать женщиной, а женщина мужчиной. Это разрушает границы между мужчинами и женщинами, которые я считаю являются полезными, в частности для детей. Если я буду учить свою 3-летнюю, почти 4-летнюю дочь тому, что она может стать мальчиком, то помимо того, что я буду ей врать, я еще буду сбивать ее с толку и вредить ее психике. Одним из постулатов трансгендерного движения является то, что человеческий разум не может меняться, что на удивление означает то, что мужчина не обязательно мужчина, а женщина не обязательно женщина, но если ты трансгендер, то это не изменить. Даже если это 3-летний ребенок, и он что-то себе придумал, то мы должны воспринимать это максимально серьезно. Мы не можем идти против этого, мы не можем подождать, пока ребенок перерастет это. Нет, мы должны признать, что этот ребенок трансгендер. Как тот, у кого есть дети, я могу тебе сказать, что дети невероятно ковки, и детей очень легко сбить с толку. Поэтому учить ребенка тому, что трансгендерное движение хочет протолкнуть, это уже, кстати, проявляется в некоторых садиках. Если ты сбиваешь ребенка с толку, путаешь их концепцию пола, то ты не помогаешь им. Ты, скорее всего, причиняешь им невероятный ущерб. Ребенок не должен быть спутан, когда дело касается его биологии и когда дело касается его пола. Давай даже взглянем на это с точки зрения статистики. Если вероятность попытки суицида у трансгендера на протяжении жизни составляет 40%, и если я прав касательно легкости сбить ребенка с толку, что мы, кстати, можем наблюдать в Европе, где повышается количество операций по смене пола и количество людей, которые идентифицируют себя трансгендерами, это намекает на то, что ими не только рождаются, но и становятся. Если это все правда, то мы эффективно увеличиваем количество самоубийств, в частности детей, из-за того, что мы им промываем мозги. Так что не собираюсь врать касательно того, кем являются мужчины и женщины. Особенно когда, как я считаю, дело касается попытки переопределения пола. Нравится видео с Беном Шапиро? Рекомендую посмотреть последнее видео на канале Джордана Питерсона. Ссылку я оставлю в описании.